Привет! Продолжаем заниматься ерундой, извлекать музыку из видеоигровых приставок. Мы уже научились слушать тюны на Super Famicom, запускать картинку и звук на handheld Game Boy, а сегодня освоим приставку от компании Sega. С теоретической частью вы можете ознакомиться в видеоразговоре с Ромой Роговым из проекта Breakpoint. Благодарю за просмотры. Погнали! План действий следующий. Создаем композиции в формате VGM, вместе с картинкой объединяем их в ROM, а ROM запускаем на эмуляторе или реальной приставке. ROM из треков, треки из трекера. В общем, все просто. Для начала познакомимся с DefleMask трекером. Он мультиплатформенный, он платный, он функциональный. Но мы, конечно же, будем использовать бесплатную версию. Переходим на сайт производителя и скачиваем необходимую версию для вашей платформы. Запускаем DefleMask и первым делом идем в Options, Change System. Знакомимся со списком олдскульных систем, для которых мы можем делать пилик-пилик. Выбираем Sega Genesis и вуаля, 6 FM каналов и 4 пульса. Класс. Идем в Open и в папочке Genesis находим демо-треки и, конечно же, берем Comic Zone. Всеми любимый Comic Zone. Звучит отлично, круто. Смотрим, можем экспортировать WAV, звуковой файл, а можем VGM. Он нам как раз и нужен. Делаем специальную папочку и сохраняем нашу композицию. Пишем Comic Zone. Теперь файл New и знакомимся с трекером. Тыкаем на все подряд, чтобы понять, как оно устроено и что с чем взаимодействует, а я вам пока быстренько расскажу по управлению и параметрам. Матрица паттернов. Здесь у нас есть каналы и фразы. Нажатием левой и правой кнопкой мыши по переменным вы увеличиваете или уменьшаете их значение. Однако, если у вас установлен флажок Change All, то меняются все. Это наши такты. Здесь мы можем вставить, удалить или копировать. Просто. Прыгаем в инструменты. Для разных платформ они разные. В нашем случае нам доступен FM или STD формат. Если по ним кликать, они будут меняться. От этого зависит ваше окно настройки инструмента. Будет ли это FM или STD. На других платформах будет по-разному. STD-инструменты контролируются макросами, а FM-инструменты — огибающими и управляющими реестра. Если данная платформа поддерживает PCM-сэмплы, то будет строка Samples. С сэмплами все просто, мы берем New и выбираем из готовых, или же делаем свои. Главное, чтобы у них битность была 8 или 16. Выбираем сэмпл, и он у нас на ноте до. Добавляем еще один сэмпл, и он у нас на до диезе. Так можно добавить до 12 сэмплов в одну композицию. Есть настройки питча и усиления для каждого звука. Редактор инструментов, так же как и все всплывающие окна в DefleMask, можно перемещать и настроить под себя. Еще у нас есть пространство, отвечающее за скорость, размер паттернов, октавы и параметров шагов. Также можно поменять частоту. И основное окно паттернов. Здесь мы будем вводить ноты, задавать громкость, указывать значение эффектов и назначать инструменты. Номер текущей строки, количество общих строк может быть изменено с помощью переключателя Total Row. Либо мы сделаем, как в Game Boy, например, по 8 или 16 ударов значений в нашей петле, либо сделаем по трекерному в 32 или 64. В данном случае 64 будет намного удобней. Хотя, например, на Polyend 32 это удобно.
но по-разному. В Renoise тоже 64 зашибись. Первый столбик — это значение нашей ноты. Затем у нас есть громкость, параметр инструмента и параметр эффекта. Параметры эффекта можно делать аж 4 штуки. Гулять так гулять. По управлению все достаточно интуитивно. Отмечу, что режим записи на пробел, как Escape по аналогии с Renoise. И самый важный момент — Off или команда Kill делается на Tab. Пишем трек. Для вбивания значений я буду использовать MIDI-клавиатуру Arturia Keystep. Классная штука. Чтобы ее подключить, заходим в Options, тыкаем MIDI-конфиг, обновляем. Вот он ее видит, галочка стоит. Все работает. Проверяем. Класс. Пишем трек. Использовать все мы не будем, но так ознакомимся. На первом FM-канале замутим бас. Для этого поставим классический степ для баса через одну, октаву оставим, пробел, режим записи и вводим нотки. Красота. Интер, плей. Сразу у нас что-то с темпом. Давайте поставим скорость помедленней. Теперь можно понастраивать инструмент. 4 оператора, их можно включать, отключать, настраивать каждый отдельно, настраивать их взаимодействие, а еще их расположение в цепи. Но с этим разбирайтесь сами, FM достаточно сложно, интересно и круто. Главное не переборщить, play и двигай все методом тыка. Конечно, все зависит от ваших человека-часов. Больше тыкаете, крутите, экспериментируете, больше возможностей для создания хорошего звука получаете. Теперь давайте добавим какой-нибудь лид простенький. Для этого создаем новый инструмент, FM, и загружаем. Есть ли у нас какой-нибудь лид? Feed лид. Грубо. Поддержка полифонии. Нет, все грубо. Может быть, нам подойдет кранч-орган. Ну, давайте попробуем. Пробел, режим записи, пишем нотки. Теперь давайте сделаем ритм-секцию. Сделать ее можно, конечно же, либо из шума, либо из сэмплов. Давайте познакомимся с сэмплами. И идем в сэмплы. Добавляем кик. Добавляем снейр. Слушаем. Ну, давайте все это немного заампим. Сделаем погромче. Окей. Так, берем степ. Сэмплы работают на 6-м FM-канале. Для начала пропишем значение, а потом укажем команду, чтобы они были активны. Итак, режим записи. Вверх-вниз на клавиатуре перемещаемся и пишем. Ну, что-то такое, послушаем. Ничего не работает, поэтому нам нужно инструмент. Инструмент выбран сэмпл, он будет сэмпл. Дальше громкость. Пускай. Дальше прописываем пробел, режим записи 17. И любое не нулевое значение сделает наш сэмпл банк активным. Слушаем. Хорошо, давайте еще каких-нибудь хай-хетов накидаем, но сделаем мы это на новом инструменте. Загрузим какой-нибудь хай-хет на шуме. Noise 1. Может быть, Noise 2. Ну, что-нибудь такое, чуть-чуть. Давайте на 5-м FM, просто в сильную. Слушаем. Не камильфо, потому что сплошной шум. Режим записи и закилим после удара. Так себе. Согласен. Давайте попробуем звук. Может быть, в СНТ у нас что-то есть. Здесь те же параметры. Ага.
Крутим, вертим. На основе нойза. Он такой противный. Попробуем, будет ли работать. Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь поставим громкость 70. Хорошо, слушаем с ритм секцией. Классно. Теперь создаем новый инструмент и какую-нибудь мелодию пропишем. Возьмем тоже что-нибудь готовое, какой-нибудь, ну давайте, Crimes A. Ну, вроде неплохо. Поставим степ 4, третий FM и поехали. Нет. Слишком низковато. Давайте октаву побольше. 28. Off. Off. И сюда добавим ми. И в конце закилим. Слушаем. Динамики маловато. Давайте побыстрей. Теперь в матрице паттернов давайте, ну, попробуем что-нибудь из этого создать. Вставим. Вставляются они все новые. Нам это не нужно. У нас есть нули прописанные на каждой дорожке. Каждый паттерн разный, но имеет схожие значения. Поэтому мы вставляем, появляются новые, поэтому мы копируем. И, допустим, начнем мы с баса. И другие параметры изменим по отдельности. Готово. Добавили единичку. Копируем дальше. Теперь бас у нас есть. Давайте наш чудо хай-хет пустим за немножечко. Ctrl-C. Здесь поставим второй. Вставим. Дальше у нас хай-хет уже идет, бас идет. Давайте потихоньку запускать лид. И единичка будет пустым. Так, пишем прямую бочку. Бочка у нас не появится, пока мы не поставим команду 17 с не нулевым значением. Круто. Давайте кик заменим. Что-то странное. Кик 2. Хороший такой человеческий кик у нас появился. Теперь, ну давайте какой-нибудь типа кика-разгон. Мы ж тут простые. Делаем все по-простому, чтоб нам нравилось. А нам нравится. Так. Ну и колотушим. Копируем. И 0. У нас это основная секция. И все остальные инструменты запускаем. Копируем. Вот и структура композиции. Слушаем. Не слушаем, потому что это надо удалить. Нашу первую основу. Вот. И теперь поехали. Здесь мы не указали параметр громкости. Давайте сделаем 40. 50. 60. Жмякаем. Тоже так себе звучит. Давайте снейр. Второй поставим. Теперь кранч орган мне не нравится. Давайте, тут был какой-то лид. Прям было написано feed lead. Ух ты. В общем, можно бесконечно прикалываться, но давайте финальненько найдем что-нибудь.
Таким образом мы прописали с вами несколько композиций. Теперь мы их сохраняем. Сохраняем в VGM, в нашу отдельную папку. Если вам нужен аудиофайл, то сохраняем его в WAV формате. Вот таким нехитрым способом, если посидеть и поковыряться подольше, можно сделать более приличную композицию. Вот, например, кавер на Anacondas, который вы видели в начале. Проделываем с ним все то же самое. Сохраняем VGM, Anaconda. И по желанию сохраняем Wave. Anaconda. И погнали просчитывать. Пока он читается, расскажу вам немного за визуализацию. ROM поддерживает несколько композиций в VGM, поэтому мы можем сделать свои сборники или даже полноценные релизы. А вот что касается картинки, то она одна и она статична. Требований не очень много, 320 на 122, но поскольку все это дело сделано людьми на чистом энтузиазме, здесь присутствует только великого рандома, поэтому не обязательно соблюдать эти пропорции, ваша картинка либо откроется, либо нет. Проверяем ROM после сборки на эмуляторе, и если все окей, то и на приставке все будет окей. Теперь по поводу картинки. Рисовать я не силен, тем более пиксель-арт, и тем более в каких-то лютых ограничениях. Я взял тикет или флаер на концерт в Краснодаре группы Anaconda. Здесь достаточно классная визуализация в комикс-стилистике. И выделил область, вырезал ее, создал новый документ. Изменяем размер нашей картинки. Вот такая она должна быть. Вот такая маленькая. Сразу стильно. И сохраняем. Сохраняем в PNG. Рисуйте свои арты, практикуйтесь. И Sega поддерживает большое количество цветов. В любом случае, если утилита все это скушает в VGM Player, то и на телевизоре это все будет выглядеть презентабельно. Вы всегда можете сначала в эмуляторе посмотреть на результат и понять, что стоит изменить или что изменять не стоит. Переходим на сайт разработчика Sega Mega Drive VGM Player и качаем последнюю стабильную версию. Все скачали, все сохранили, все экспортировали, и теперь собираем файлы в одном месте, открываем VGM Player, нашу утилиту, заходим в опции и разбирайтесь с ними сами. Тыкаем ROM Builder, добавляем трек Anacondas, Comic Zone. Также есть трек Info. Эти данные, которые мы можем с вами изменить в Hex-редакторе. Это текстовая информация. Вот на примере Comic Zone трека мы их изменим на имя исполнителя. Так, слетел. Картинка. Давайте 200. Попробуем это вбить. Чуть. Давайте 198. Создаем эмулятор. Проверяем. Работает. Вот таким чудесам мы сегодня с вами научились. Теперь покажу немного по поводу Hex-редактора. Для этого мы не наш готовый ROM, а конкретный наш трек, например, Comic Zone VGM, открываем с помощью бесплатного или платного Hex-редактора и идем вниз и ищем текстовую информацию. В Rooms SSSR находим и давайте ее менять. Но только аккуратно. Посмотрите видео, гайд по созданию музыки для Super Famicom, и вот там мы этот момент обсуждали более подробно. Точки оставляем, пишем все аккуратненько и, конечно, не кириллицей. Возвращаем все как было. Comic Zone. Так, пустое значение надо копировать, никаких пробелов, аккуратно. Zone. Comics Zone. Сохраняем, закрываем. Теперь собираем ROM заново. Когда мы сделали все наши композиции, каждый отдельно Hex-редактором прописали текстовую информацию, имя автора, трек, какие-то ссылки, все, что вам необходимо. Из готовых собираем ROM. Так, что у нас было? 198 заработало. Давайте еще побольше. 212. Пусть будет так. Берем Anacondas, берем Comic Zone, берем что-то еще. Делаем ROM. Проверяем в эмуляторе. Класс, работает. Жмякаем.
Все, Comic Zone. До этого было в Room SSR, теперь Comic Zone. Так можно поступить. Можно убрать галочку, и тогда у нас не будет текстового изображения на экране, а можно добавить прям несколько строк. Но все это видео про Super Famicom уже было. Вуаля, вот и весь процесс. Теперь закидываем это на флеш-картридж и запускаем на реальной приставке. Успешно запустив наш ROM на эмуляторе, запускаем его на приставке и можем в цепь после консоли подключать усилитель, эквалайзер и добиваться хорошего звука на выходе, возможно, даже для какой-то концертной программы, например, прописав кучу сэмпловых аранжировок, ритм-секций и баса, и играть там на гитарке и что-то петь. Желательно, конечно, иметь промоденный Genesis, ну или Mega Drive, или что вам больше по душе, но главное сделать моды, чтобы не было шума и профессиональные хорошие аудиовыходы. Ну и вот такой плеер для тусовок на даче со стареньким телевизором у нас получился. Надеюсь, видео полезное, информативное. Поделитесь с друзьями ссылочкой, если вам понравилось, или вы думаете, что их заинтересует эта тема. На самом деле, в детстве всегда хотелось запустить что-то свое на телеке прямо через приставку. Я вот продолжаю до сих пор этим заниматься. Все материалы из видео доступны по ссылкам в описании, а на Boosty вы найдете ROM с кавером на Anacondas. И, пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех, кто поддерживает проект Vrooms SSR на Boosty. Благодаря вашей помощи я отправил прилот нового релиза с мастерингом на стриминговые платформы. Как только его одобрят, я выложу на Boosty для вас полноформатный новый релиз из 6 композиций. Ну а потом на стримингах он будет уже доступен для широких масс. На этом все. Пишите, слушайте только хорошую музыку. Пока-пока!